Привет, друзья! Вы на канале Swiss Stitch. Меня зовут Ирина. Это канал рукоделия, вышивки крестом. И я начинаю свой вышивальный влог. И начинаю я с поздравлений Даши, которая мгновенно, просто по-другому я не могу сказать, угадала, что же это за дизайн. Я знала, что, конечно, у меня продвинутые зрительницы, но так быстро я не ожидала. Сегодня у нас воскресенье, очень какое-то пасмурное воскресенье, но, тем не менее, видео только вышло, и у нас уже есть победитель. Я поздравляю Дашу, а дизайн этот от Dimensions 6710 Enchanting Cottage, очаровательный коттедж. И быстрая разгадайка у нас получилась. Ну ладно, в следующий раз я буду загадывать вам посложнее какие-нибудь загадки. А я поздравляю Дашу, и ее подарочки отправляются к ней. Вот такие две схемы. Поздравляем Дашу! Вчера вечером я красила канву на мирабилью, на мою снежную королеву. Она там досыхает. Ну, это, конечно, получилось не то, что совсем планировалось, но все равно я надеюсь, что будет она выглядеть симпатично. Осталось там досушиться, и я вам покажу, как это получилось. Но несмотря на то, что я уже неоднократно красила ткань, я все-таки решила пересмотреть кучу видео. И вот весна – это то, что надо замочить в горячей воде с содой ткань, чтобы было лучше. Ну вот это я так и сделала. Затем я взяла краски у меня для ткани, у нас здесь продается в местном магазине, и намешала то, что получилось у меня. Так, ну вот что у меня получилось. Темный, самый темный, средний, посветлее и, естественно, белый. Как я понимаю, елки я рисовать не буду, потому что хоть бы мне то, что я тут снег нарисовать. Сейчас я застелю пленкой стол и выложу на стол. Ты тоже красишь? Ну вот, что у меня на данном этапе получается, что-то у вас совсем другое, что-то получается на экране. Ну, посмотрим. Это надо, чтобы все высохло, само собой. Но оно здесь, в луже буквально лежит, я не знаю. Короче говоря, пыталась я там что-то сообразить, какие-то эти самые сделать рисунки, но в итоге вот я вот так, вот таким образом это все делаю, и все. Так что посмотрим, как оно высохнет у меня. Потом еще надо будет. Я не переживаю, что у меня вот эти точечки беленькие, потому что я же еще потом снежок буду делать, брызгать буду зубной щеткой, так что это окей. Может его чуть-чуть подсушить каким-то образом. Ну вот что-то у меня такое получается. Показываю вам, высохла у меня ткань. Вот что у меня получилось. Ну, как-то я ожидала другого, но нормально. Сейчас осталось самое страшное. Это сделать снежинки, то есть надо зубной щеткой белым цветом побрызгать. Но я надеюсь, мне после этого манипуляции не придется перекрашивать все заново, потому как мне что-то страшновато. Я попробовала, но как-то все равно. Ну вот у меня такой результат получился с моей окраской. Ну, такое вот серо-голубое, фиолетовое,
Что-то когда я брызгала эти беленькие, мне казалось, их так много, а сейчас оно высохло, и их не так уж и много получается. Ну, такое получилось. Суровое будет. Суровый север. Ну, в конце концов, Снежная королева, она, женщина тоже как бы суровая, поэтому я думаю, окей. Друзья, у меня радостная радость. Я закончила крестиковую часть на моей собачке. Вы можете вообще в это поверить. Это чудо чудное. Я хотела вам показать, когда я закончила вышивать этот фон. Но оно так как-то пошло, и эта собачка раз и вышилась вместе с этим фоном. И мне остался здесь бисер. Ну, как вы видите, глазомер у меня еще тот, и я чуть-чуть неправильно отцентровала эту собачку. У меня вот здесь и вот здесь гораздо меньше, чем вот здесь и вот здесь. Вот здесь 5 клеточек, а здесь 8 клеточек. Прикиньте, я теперь не знаю, что делать. Наверное, надо будет вот так это обрезать, по 5 сделать и какую-то рамочку меньшую. Ну, в общем, какая-то собачка у меня. И ее пожевала другая собачка, если вот вы видите. Ну, не то, чтобы пожевала, она ее смяла вот таким образом. Ну, я надеюсь, это я в книжку вложу, и она отойдет. Ну, посмотрите, уже какая красота вырисовывается. Мне остался пришить здесь. Здесь есть, будет еще бэкстич вот здесь на шарфике вот такие, ну, как бы бахромушечки будут. Потом здесь снежиночки. А что я вам показываю, рассказываю? Вот, смотрите, как это будет. Вот здесь эти бахромушечки, снежиночки и такая сумочка, но это пришивная пуговичка. И бисерочек. Бисерка здесь, кстати, не очень так и много. Вот здесь на снегу будет. Вот здесь в этих полосочках и вот здесь в этой рамочке. Ну и в шапочке будет, и в шарфике. Немножко. И я надеюсь, я ее за вечер одолею. И будет у меня финиш на этой неделе. А покажу вам при свете дня мою ткань, потому что я вам показывала в предыдущий раз эту ткань вечером. Я не знаю, как она выглядит. Вот так она при свете дня выглядит. И, конечно, видно побольше эти снежинки типа летающие. И, конечно, мне ж не терпится уже начать королеву эту вышивать. Ну, пока все на этом включении. А у нас закончились все рождественские новогодние каникулы, и у нас состоялся первый выход с Nordic Walking. Полюбуйтесь, какая красота. У нас погодка отличная. Не очень тепло, ну как не очень тепло, по нашим меркам 6-7 градусов, ну солнышко очень приятно, и то был дождь, пасмурно, а сейчас вообще замечательная погодка, и вот мы ходили, это называется маленькое поселение Бессоны, и вот такая красота здесь у нас есть на озере. Озеро Луганов. И последнее включение в этом влоге. У нас сегодня суббота, прекрасный денечек, холодрыга, правда, ну как холодрыга, по нашим меркам холодрыга, 5 там градусов, по-моему, на улице. Ну вот, и как бы вам показать, вот так, может, будет повиднее, покрасивее и более-менее понятный цвет канвы. Как вы понимаете, не удержалась я и начала мою Снежную королеву. И если я вам жаловалась, что там на собачке очень много зашивать фон, то на этой королеве вот это одна там складочка на ее платье. И здесь 500 крестиков.
а кусок там будет из белого. Там, я вообще не знаю, там 3000 с чем-то этих крестиков, только тупо белым будет вот здесь зашиваться вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, радует то, что все-таки на ткани это я могу шить в 2 прокола, и это не так, как на бумаге с собачкой. И это движется, конечно, гораздо быстрее. Ну вот, мне кажется, сейчас вам передается достаточно хорошо цвет ткани, как я покрасила, и вот начала. Очень мне хотелось начать эту. Я думала сначала подготовлю все, перемотаю все ниточки на бобинке, сложу в коробочку, потом-то нет. Пока это я буду мотать эти, сколько там, 40 моточков, я уже кусок отошью. Вот какой гигантский кусок я отшила. Ну, вот и все, пожалуй, на этой неделе. За собачку я как-то очень коротко сказала. Сейчас я ее принесу, мы ее все-таки рассмотрим поближе. Это ж как бы законченная работа. Ну что же, полюбуемся еще раз на эту собачку при свете солнца, как она блестит, как их переливается тут весь бисер, как снежок блестит под ее лапками, хрустит. И падают снежинки. Красивая, очень красивая. Мне она нравилась сразу, и сейчас она мне нравится не меньше. Вот такая красота. И что я вам хочу сказать. Первый раз в жизни, отшивая Mill Hill, я боялась, что мне не хватит бисера. Вот этот голубенький, видите, бисер? Не хочу его вытаскивать. Уже все сложила. Вот этот миленький голубенький бисер. Видите, сколько его осталось? Совсем немножко. Ну, короче говоря, здесь... Я слышала, говорили, что сейчас стали меньше ложить бисера и ниток в Mill Hill. Ну, вот бисер, как видите, тут не то, что на второй отшив, тут даже, ну, совсем голубого там. 10 бисеринок осталось. Если, не дай бог, рассыпал или что-то еще не то, то бы... не хватило. Ну, а остальной бисер, как видите, остался. Ну, не так уж и много, потому что, видите, здесь красненькие. Вот здесь достаточно много красного бисера. Этот петит беленький и зелененький. Но остальных как-то я не волновалась. Вот больше всего я волновалась почему-то за этот голубой. Вот видите, его голубого здесь не так уж много, и поэтому, может, мне казалось, что мне не хватит, потому как здесь, как бы показать так, чтобы видно, я думала, солнышко будет лучше видно, а оно как-то наоборот засвечивает все, и ничего не видно. А ну-ка, сейчас разверну чуть-чуть. Может, вот так получше будет. Вот так, мне кажется, будет получше. Вот здесь, видите, в шапочке вот этого немножко голубенького. Что это за нитка здесь торчит? Надо ее убрать. И вот здесь на шарфике немножко голубенького. Ну и, в принципе, и на дорожке здесь есть вот эти вот полосочки голубенького. И вот здесь вот голубенькие. Ну, как бы немало и немного его, но тем не менее он есть, и я не знаю, почему мне казалось, что мне его не хватит. А вот этот зеленый крупный, вы знаете, он у меня толкался. Вот на некоторых полосочках вот здесь вот заметно, что он толкается. Видите, как-то не лежит он ровненько. Некоторые полосочки хорошо, некоторые вот здесь толкается немножко этот бисер. И вот на этой полосочке, вот здесь вообще кривенько. Но на этих вроде нормально. Вот такая красота получилась. Ну, ниток, как всегда, ниток здесь достаточно. Еще и осталось вон сколько. Тут, по большому счету, если фон не зашивать, то и на второй отшив. На собачку, на одну собачку однозначно хватит. Вот. И все. Что я хочу показать вам еще приобретение. Это не вышивка как бы, но относится к нашему рукоделию. Я себе приобрела. Сейчас вас поверну, покажу на полу, потому что большая коробка.
Вот, я себе приобрела увеличительное стекло. Вот такая штукенция. Сейчас я открою и посмотрим, что там. Так. Ну, тут даже батарейки лежат. И вот здесь, видите, у нас и подставка, и можно прикрутить, как вам, как вашей душеньке угодно. И можно зарядить ее, вот есть. И вот такая вот линза. Ну-ка, что посмотреть через эту линзу. Ну, класс, прикольно, мне нравится. А где здесь вверх, а где здесь низ? Или это все равно? Ну, короче говоря, надо посмотреть эту самую инструкцию. А, вот здесь понятно, вот здесь, наверное, это вот так должно быть. Ну, так прилично так он увеличивает. Ну-ка, сейчас на тканушке глянем. Ну, вот, класс. Отчетливо, четко видно. То я смотрю, что я что-то на совсем мелкой канве, типа 36-й каунт, 18-й каунт, я что-то совсем не того этого. А вот здесь еще и покрупнее. О боже, здесь такая линза толстенная. Смотрите. А ну-ка. Ну это вообще для слепандюжек. Вот такое приобретение у меня. Ну вот это, пожалуй, и все, что я вам хотела рассказать на этой неделе, что я делала, чем я занималась. Спасибо, что посмотрели. Если досмотрели до этого момента, поставьте лайк, напишите комментарий, как вам моя собачка. Вышивали бы вы такое или фигня всякая это. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Всем пока-пока. Не нравится нам этот поводок. Не нравится тебе поводок. Не хочешь его носить. Ну что я могу сделать? Андяма, ай, Каза? Хочешь, а когда возвращаешься, летишь как на поляну, я за тобой успеваю. Так мы мчим домой. Гулять нет. А вот обратно